Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить невероятно вкусную выпечку. Это будет хачапури по-аджарски. Сразу хочу сказать, что хачапури по-аджарски готовить не так сложно, как кажется, и результат превосходит просто все ожидания. Итак, давайте посмотрим, что нам понадобится. Так как хачапури это такое традиционное блюдо, которое каждым готовится по-своему, то и рецептов столько, сколько людей, которые его готовят. Итак, я вам предлагаю свой вариант приготовления, но вариантов вообще очень много. Начинаем. И начинаем готовить тесто. Для начала соединяем горячую воду и молоко комнатной температуры. Эта жидкость у нас должна быть теплой. Добавляем сюда сахар и дрожжи. Я всегда использую сырые дрожжи. Можно использовать сухие, если вам они больше нравятся. Теперь все это тщательно промешаем. Буквально за минуту дрожжи прекрасно разошлись. И оставим минут на 10, чтобы дрожжи активировались. И обязательно нужно накрыть полотенцем. Все, за это время образовалась вот такая шапочка, пенка. Дрожжи прекрасно начали работать. Дальше добавляем соль и муку постепенно за несколько раз. И начинаем ее вмешивать. Когда тесто стало более густым, добавляем растительное масло. И дальше еще немного муки. Тут уже тесто достаточно густое, чтобы начать замешивать руками. Конечно, такое тесто нужно хорошо вымешивать, чтобы оно стало однородным, гладким, таким воздушным. Оно, конечно, может вот так слегка липнуть к рукам, но так и нужно. Зато оно будет очень нежным и воздушным. Теперь и само тесто, и края нашей миски, посуды мы смазываем растительным маслом и ставим в теплое место. Либо такого, если не имеется, то в миску с горячей водой, но не с кипятком. И обязательно накрываем полотенцем. И в таком виде оставляем минут на 30-40. Но знаете, когда я беру очень свежие дрожжи, у меня оно подходит буквально минут за 20. Ну а мы пока займемся начинкой. Сыр сулугуни натрем на крупной терке. Также иногда добавляю немного вот такого молодого домашнего сыра. Также его сюда сейчас натру. Но можно и один сулугуни использовать. К сыру добавляем одно яйцо, немного муки и молока. И все аккуратно размешиваем до однородности. Прошло 40 минут, и тесто у нас замечательно поднялось. Вот такое оно пузыристое, воздушное. И начинаем формировать хачапури. Дальше отрезаем часть теста. Сколько отрезать, смотрите сами, от этого будет зависеть размер хачапури. Поверхность слегка присыпаем мукой. И формируем такую лепешечку, осторожно, аккуратно, чтобы не пропала вот эта воздушность и легкость теста. Тесто тоже слегка покроем мукой и будем раскатывать. Раскатываем довольно тонкую лепешку, примерно пол-сантиметра толщиной. Немного нашей сырной массы раскладываем по краям лепешки, чтобы в бортиках хачапури тоже был сыр. И аккуратно вот эти края начинаем скручивать. Естественно, хачапури по-аджарски это лодочка, поэтому формируем ее в форме лодочки. Края вот так слепляем. Противень тоже присыпаем мукой. И пока хачапури без начинки аккуратно переносим на противень. Здесь уже красиво все раскладываем и формируем. Дальше выкладываем сырную начинку. И чтобы получилось очень вкусно, начинки должно быть много. Края я всегда смазываю желтком, хотя можно это и не делать, но для меня так намного красивее. Бортик тогда у нас получится такой золотистый, румяный и блестящий. Все, ставим хачапури в духовку, разогретую до 180-190 градусов, минут на 15-20 и выпекаем до красивой румяности и золотистой корочки. Уже вот такая красота получается, но сейчас сделаем углубление в середине и выложим туда желток. И снова отправляем в духовку буквально минуты на 3-4, но желток при этом должен остаться жидким.
И нам осталось лишь вот так в сыр по краям воткнуть сливочное масло. И сразу с пылу с жару подаем хачапури к столу. Пока хрустящая корочка, пока жидкий желток и тянущийся расплавленный сыр сулугуни. Это невероятно вкусно. Если ни разу не пробовали, исправляйте это срочно, готовьте и пробуйте. Ставьте лайк, если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик. Заходите в мои соцсети, ссылочки в описании, и пишите мне комментарии. Ну а на сегодня у меня все. Приятного вам аппетита. Пока!